Привет всем моим подписчикам, зрителям, друзьям. Хотела вам напомнить, что 19 октября 2025 года состоятся выборы. Я призываю всех прийти на эти выборы и проголосовать, чтобы что-то изменить в нашем городе, чтобы что-то к лучшему изменить в нашей стране. Не забывайте, пожалуйста, что серопаспортники тоже имеют право голоса на этих выборах. Приходите, давайте. Я за активную гражданскую позицию и призываю вас тоже быть активными, чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки, чтобы выйти, как говорится, из тупика, какая ситуация сейчас у нас в стране и в городе. Давайте сплотимся и изменим наш город к лучшему. Если отсиживаться, то, правда, ничего не получится. 19 октября я буду баллотироваться от Ласнаме, от своего района, где я прописана, и прошу и жду вашей поддержки. Обняла каждого. Тот, кто хотел со мной встретиться лично еще до выборов, то 31 августа я буду на днях Ласнаме, около Линна-Валицус, в Ласнаме, около дома самоуправления Ласнамаевского на празднике, на этом. И 1 сентября я тоже буду стоять в палатке. Так что со мной можно будет пообщаться. Пишите мне в личку, пишите мне в соцсетях. Тот, кто боится, что что-то станет с моим YouTube-каналом, не бойтесь. У нас будет просто еще одна рубрика. Да, немножечко политика войдет в наш канал. Жизнь идет вперед, и невозможно оставаться в стороне от событий вокруг, поэтому... Когда-то я говорила, что канал вне политики, но немножечко придется нам с вами расшириться. Ничего страшного, влоги будут выходить с таким же интервалом, с такими же темами, даже более расширенными, так что не волнуйтесь за это ничего, все будет отлично. Жду вас на встречах, пишите мне. И 19 числа. Те, кто мои зрители пишут, что я очень за вас, но я не живу в Ласнаме, пожалуйста, голосуйте за центристов. Я от центристской партии и всецело доверяю и очень уважаю направление этой партии. Так что тот, кто не может поддержать меня в Ласнаме в силу того, что живет в другом месте где-то, пожалуйста, голосуйте за центристов. До встречи 19 октября и 31 августа тоже приходите на праздник Ласнамаевских дней. Пообщаемся, поговорим. Здравствуйте, мои хорошие! Сейчас будем с вами, перестраиваться на рабочий лад. Я обещала, что то, что я уйду, немножко окунусь в политику, ни в коем случае не скажется на канале. И, в общем-то, это так и будет, так и есть. Я действительно не в ущерб канала. Но вот сейчас, пришли... Просто я рассказываю, это как влог был, так и остается, но немножечко этот влог у нас с вами расширится за счет того, что я баллотируюсь в местное самоуправление и в горсобрание города Таллина в 2025 году. Так, для того, чтобы... это закулисье, это, может быть, вам тоже будет интересно. Не как эти избиратели там где-то чего-то, а как это происходит за кулисами. Как это вообще? Я сама сталкиваюсь с этим впервые, мне тоже это был очень интересный опыт. Для того, чтобы, баллотироваться, я вступила в партию уже заранее, не знала, что я буду баллотироваться. Мне неожиданно совершенно предложили. Я совершенно неожиданно для себя согласилась. И надо было заказывать предвыборные буклеты, какие-то ручки. Знаете, всегда раздают депутаты. К логопеду надо. Буклеты. Я никак не знала, как это делать. Оказывается, это составляет графический дизайнер вам на буклеты. У меня он попался очень чудесный, потому что однопартиец поделился контактами с совершенно чудесным графическим дизайнером.
Вот, и она сделала мне буклеты, сейчас я их отправила в типографию. Значит, все это делается за счет самого кандидата. Я когда думала, как вот это все делается, какая-то партия, где-то что-то платит, а вы там чего... На остановках вот эти вот висят, знаете, плакаты, вот что там рисуют им усы и так далее, или выкидывают из почтовых ящиков эти буклеты. На самом деле это все не так. Кандидат в депутаты делает это все за свои деньги, самостоятельно, и поэтому мое отношение к этим буклетам и к этим вывескам на улице резко изменилось в одночасье. Человек, который баллотируется, тратит на это свои деньги. Поверьте мне, деньги очень большие на заказ вот этих вот всяких буклетов, ручек, не говоря уже про вот эти плакаты на остановках и так далее. Я не стала эти плакаты на остановках заказывать, потому что меня знают через канал. Ну, в принципе, можно было делать и это, заказывать и на остановках, но это огромные деньги. Никакая партия сама за вас ничего платить не будет. Все ваши деньги. Я, честно говоря, была удивлена. Ну, я вообще как бы, да, не знала, как это делается. Да, это все сами. Так что пришлось вложиться. А сейчас посмотрим, что получилось из этого, потому что в соцсетях я выставляла свои как бы буклеты, но это был графический дизайнер сделал для соцсетей, а теперь для печатной версии. Что же получилось? Ну, какое длинное вступление, господи. А получилось у нас с вами вот что. Значит, здесь вот так это должно выглядеть. Заклеили, собственно, моим лицом и заклеили. Здесь у нас ящики с вами. У меня их здесь несколько тысяч. Да, несколько тысяч. А да как же, правда? Да как же, узнаешь? Узнаешь тетку? Да, узнаешь такую? Вот, и такие вот, значит, из типографии я получила буклеты. Маркиса, принеси мне ножницы, а? Вот, это такой как образец. Так это выглядит все. Узнаваемость. Здесь будем писать свои номера. Еще номеров у нас еще нам не дали, наши избирательные номера. Вот, значит, здесь QR-код на мой YouTube-канал Яна и Кристина «Жизнь в Эстонии». Мои политические лозунги. Как это вот все оформлено. Я баллотируюсь от центристов и властными. Вот, там, где прописан. И сразу здесь связь с YouTube-каналом. Ваш кандидат властными. Вот так это выглядит. И это не одно такой листик, это вот как такая раскладушечка получается. Двухсторонняя. Здесь на русском языке. Кто я, как я, мои цели. Я буду это все дарить, раздавать вам. Кто придет, кого встречу, вот почему я, и ссылки на мои видео, которые я посчитала нужным поставить в ознакомительный в этот буклет, и мое интервью, значит, где я давала, кто я и как я, почему я стала блогером, вообще там ответы на все вопросы, часто люди там спрашивают, да, как бы кто-то и что-то, это все на русском языке, и то же самое, все дубляж на эстонский язык. И вот такая вот получается у нас с вами такой вот буклетик. Так, а теперь посмотрим, в каком это виде. Маркиз, принеси ножницы, а? Будь другом. Безусловно, здесь. Так, посмотрим, что у нас здесь вышло. Ну, судя по образцу, неплохо. Вот так. Ага, вот я очень боялась того, что мне придется, вот это формат А4, и мне придется его складывать, там вот это сидеть в три штучки, а я, знаете, ой, криво у меня все будет или еще что-нибудь, а типография, оказывается, уже все наделала. Боже мой, как много меня здесь. Как меня здесь много, друзья мои. Ой, ужас какой. Ну, в общем, вот такие буклетики уже готовые. Ждут вас, моих избирателей.
Здесь кто знает меня, а кто не знает, познакомиться со мной, с каналом, и попытаемся сделать нашу жизнь в Таллине, в моем любимом городе, лучше. Что из этого выйдет, но посмотрим, поборемся, да. В общем, да, таких у меня здесь много-много, несколько ящиков. Давай, смотри. А теперь меня очень Кто много. не проголосует, отключим газ. Да, а если не проголосуете, отключим газ. Смотри, какая, держи, тут на двухсторонние. В общем, все они уже согнуты. Вот это прекрасное исполнение, прекрасная типография, я очень довольна. Да, вот так вот. Значит, таких у нас с вами ящиков несколько. Очень все аккуратненько, все чудесно. Тяжелые какие, как ты их вообще поднял-то? Так, а здесь вот еще одна. Я хотела такие, как, ну, памятные ручки, что ли, раздать, подарить. Что нам тут курьеры доставили? Так. Готовимся. В общем, когда коробок в доме много, это означает, что настало время выборов. Такого у меня еще не было. Но мне, правда, хотелось бы что-то сделать для города серьезно. Вот не ради политики и какой-то политической карьеры, а вот просто чтобы... Столько людей пишет, столько людей вот все это, что-то помоги, то все, там проблема, тут проблема. Ну, хотелось бы. Вот. И ручки у меня такие заказаны с моим именем, именные. Дарю всем. Хорошие ручечки. Кстати, к 1 сентября, вот кому надо в школу, будете писать и, может быть, меня вспоминать. И кто на экзамене пишет этими ручками и голосует за Яну Итер Атласнаме, у того на экзаменах все будет отлично сдано. Все экзамены будут сданы, они все заряжены на позитив, на хорошие оценки с контрольных, экзаменов и так далее. Да. Кто пишет этими ручками и голосует за меня, тот хорошо учится или легко работает. Тому зарплату поднимут. Да, 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 не надо смеяться там. В общем, таких ручек у меня здесь тоже очень много заказано. И вот теперь меня будет везде очень много. Надо себе на память оставить одну. Так интересно. Такого опыта у меня еще не было. Ой, Маркиз сегодня такой смешной. Кристина показала ему голубя, теперь он с этим голубем дружит. Мы здесь втроем ходят. У тебя новый друг, Маркиз. Я думаю, с кем ты все время шепчешься по углам? А ты, значит, с голубем. Вон оно что. И что ты до него лапой хочешь, да? Ну, пусти человека в дом. Мокро ж там, видишь? Вот, да. Давай ему дорогу. Да. Смотрят друг на друга, я не могу. Дружба кота и голубя. Что бывает такое? Проснулась, спала отвратительно, потому что все это новое место для меня, как всегда. Знаете, это я нахожусь всегда в прострации, когда приезжаю откуда-либо. И как-то нет, не соображаю. В общем, я мало когда вообще соображаю. В общем, сейчас я иду делать ногти. На этой руке у меня жуткие травмы. В духовке на даче обожглась об этот верхний обогреватель, там, ну, наверное, градусов 200 было, и рука аж прямо прилипла. Вся, короче, травмированная. Вот, ногти не делала очень давно. Пойду сделаю, приведу в порядок. И дальше у нас с вами дела. Ох, Маркиз. Ну, это до пусть будет. Жуткое до. Сейчас сделаем что-нибудь поприличнее. И после, как аккуратненько, короткое, все с легким блеском. Ой, я очень довольна. Когти эти ушли. А мы опять в своем Теспе. Не могли проехать мимо и не зайти. Набрали зефиру. А вот кубаночка, растительное масло с отдушкой, ну, это, которое пахнет. Хлебцы свои Елизавета взяла, они разные. Здесь есть с пряностями, с чесноком, ржаной. Кетчуп взяла вот такой, зефир. Птифур, вот это как трюфельные, такие они очень вкусные. Зефир весь хороший, конечно. Вот эти чаи здесь изумительные. Этот Ричард, я вам говорила. Да, он и в Теспе есть, он здесь с разными вкусами.
Ричард чай. Вот какой чай хороший, кто-то спрашивал. Я вот этот люблю. Ричард. Чтобы еще без вкусовых добавок. Это вообще вот стронг. Вот этот любит муж. На стриме спрашивали, какой чай. Вот Ричард стронг. Да, и потом он есть тут и с черникой, и с чем хотите. Ваниль, бергамот, бегемот. С клубникой и так далее. Ну, то есть для любителей чая здесь и стоит он евро 95. Украинские тоже хорошие чаи. Вот здесь наборы. И здесь есть абрау дюрсо, шампанское. Вот возьмем semi-dry sweet. Давай сладкое. А давай и то, не хочешь? Ну вот оно, что-то я перестала любить полусухое. Просто сладкое это все-таки, знаешь. Сладкое это все-таки сладкое. Две сладкие возьми, да и все. Давай 2 сладкие и одно это. Ну давай. Чтобы... Давай, баланс. Ты хочешь баланс, да? Так, ну, в общем, здесь вот такое все, да. Место изумительное. Тоже вот набрали, естественно. Я же разве могу проехать мимо, нет? Соусы вот изумительные у них эти. Лук со сметаной, это очень вкусно. Майонез из перепелиных яиц, вот это вот тоже. Хинкали, пельмени. Мороженого не вижу. Такое мороженое было хорошее. Российское здесь, по-моему, русское, да. Пломбир, вот не то это все было. Сейчас не вижу. Но хотела сказать про заготовки. Про эти банки я каждый раз рассказываю. Здесь их миллион. И они все очень вкусные. По 2, по 3 евро. Так вот. Лукашинские, закуски, баклажаны, кабачки, чорба из супа с чечевицы. Ой, что здесь только нету. Приправ очень много здесь для собачек, кошечек. И приправ очень много. Вода, квас, вот эти всякие яйца. Всякие сушки. Тульские пряники тоже вот спрашивали, есть ли в Теспе тульские пряники. Есть евро 35 разные. С яблочным повидлом, с вишневым вареньем, с натуральным медом и так далее. То есть очень много. Вот это как раз спрашивали. Ковришка. Ковришка. Какое название хорошее. Слово хорошее. Ковришки. Печенье миллион всяких тоже. Всякое топленое молоко. Вкусное, наверное. Овсяный, вафель, много всяких. Тортиков сухих. Семейный. Хороший тортик семейный. И здесь мули, всякое. Конфет миллион. Крупской вот есть белочка. Невский кондитер какие-то конфеты тоже. Перед днем рождения смотрим в Сельвере закуски. Этот раз мы ничего не заказывали, как-то не хочу заморачиваться. Просто приехали и накупим так, только если будет чего. Ну вот я люблю вот эти красные с форелью. 10,49 уже готовы, их там 6 штук. С грибочками, с килькой. Килька всегда пахнет какими-то духами, и не люблю ее. А больше да взять и нечего. Торты есть еще солененькие. Ну вот ветчинные рулетики можно взять. Как-то да, сегодня не ахти здесь вечер, наверное. Это все, да? Больше ничего, да. Перед 1 сентября очень много разных здесь этих тортиков, выпечки, конечно. По 6 евро, но тут нигде килограмма нет. Теперь так хитро делается, маленькие расфасовки, а цена приличная. И вот эти очень вкусные мороки, как пирожные. Собираем на стол, бегаем, не заказали, вот с Сельвера. Зато нашли торты. Ностальгия, мой любимый, трюфельный, Кристинин любимый. Ну, какие-то закуски вот из Сельвера. Сейчас мы в Коп находимся, в общем, бегаем. Что-то
Я какая-то, слушайте, уставшая вся такая, я не знаю почему. Зрительницу свою встретили сегодня в Теспи магазине. Вот. Она говорит, что вы устали. Я говорю, что я очень устала. Я поняла, что я ужасно устала. Я люблю спать как-то. Я не могу так быстро привыкнуть к городу. Закуски. Яйца с килькой, паштет. Ой, какие-то там корзиночки. Вон какие канапешечки хорошенькие, но какие-то все запотелое. Какое-то что-то мне не аппетитно это все. С креветками. Лимон с рыбой. И стоит это все 15 евро. Вот это вот. За что, прости господи, не хочу такое. Такие какие-то лаваши, закуски. Чесночные сухарики. Вылеева тортик. Не знаю, как у вас в странах, да? Не все же из Эстонии. А у нас очень довольно распространено бутерброд из хлеба. Суйцукана торт. То есть там бутербродный торт или как это? В общем, хлеб или булка, и там они с разными. Этот с копченой курицей, есть с рыбой и так далее. Такой 12,99, 13 евро кладете на стол, разрезаете. Но там всегда как-то хлеба много и наедаешь с этим хлебом, поэтому как-то не то все это. Здесь что еще? Тоже какие-то лаваш, тортилья рулит, 10 евро. Не знаю, не аппетитно это все. Вот еще вылеева торт с форелью и копченым лососем. Вот такой. Кое-что напокупали. Приехали домой. Сейчас покажу распаковку, обзор. Не знаю, чек вроде сегодня есть. В Сильвере были, и к дню рождения здесь. Но в основном, наверное, к дню рождения. И что-то, знаете, вот в Теспе были. И что-то, знаете, совершенно какой-то упадок, я не понимаю. На брови я съездила, реснички. Мама в парикмахерской была очень красивая такая. Передавала всем вам большой привет. Еще встретимся, еще постримим. Кто-то уже скучает по ней. Не скучайте, все еще будет. А какое-то у меня очень сильное, я не понимаю, не то усталость, не то тревога, не то упадок какой-то. Вот зрительница встретила, я вам говорила, в магазине, и я поняла, она спрашивает, устала. Вот я поняла, что я дико устала. А чего я устала? Я не... С чего устать-то? А может быть, вот то, что все новое, как бы у меня вот дезориентация, когда я приезжаю в какое-то место чужое. Да? Дома для меня чужое, если тут не была долго. Плохо, туго соображаю, но это вообще для меня характерно. Ну, в общем, надо привыкать, да, как-то. А вроде собираюсь опять уехать. Ну, что-то я как-то себя плохо чувствую. Не говорите мне только, что я заболеваю. Вот это не дай бог. Вот это не дай бог. А может, возраст давит? День рождения что? Вот. Ну, ты понятно. Вот ты, Алларчик, просто открывался. Итак, обзор, чего купили. Так, значит, ужасно поранила руку на даче, я уже говорила. И посоветовали заклеить, значит, клеем специальным для ран. Вот купила, где он уже, не знаю. Купила Кристине гель для лица, Well Cosmetics или где-то там. И крем для лица с жирной комбинированной кожей. Так, это Ибипантен еще мне сказали мазать вот на эти ожоги. Ожоги очень долго заживляются и так далее. Итак, в общем, что купили в Теспе? Шампанское, Абрау-Дюрсо сладкое, полусладкое, сладкое. Обожаю Абрау-Дюрсо их шампанское. Мужу вот этот черный чай Стронг Ричард, о чем я говорила в стриме. Вы и спрашивали, я вот, да, вот он этот любит. И потом всякой вкусности, зефиры. Это, не знаю, чьи они, питерские, наверное. Заклеено все. Ленинградская область, я не знаю, я не вижу заклеено. Ну, российская, я думаю. Ну, короче, мне все равно. Вот такие сладкие истории зефир со вкусом крем-брюле. Тоже очень вкусно.
Это российский, сделан в России. Мишка на севере вот таких взяла себе и маме. С вафлями миндальной пасты к кофе. Кекчуп, как говорят воспитанные, образованные люди. Кекчуп. Тоже российский, наверное. Кубаночка, да, он очень нравится мне. И хлебцы, мои любимые хлебцы. Мама тоже их полюбила. Хлебцы ржаной, с пряностями, хлебец с луком. Елизавета. 17 калорий в одном вот этом хлебце. В общем, обожаю их. Намазку какую-нибудь туда. Красную рыбку или там, не знаю, что, яйцо вареное, помидорчик. Вот. Птифур. Это абсолютно натуральные... как трюфели. Мне понравилось. Похоже на трюфели. Похоже на трюфели. Очень вкусная штука. Вот это вот. Раменский кондитерский комбинат. Да, потом печенье задумка. Дымка. Добрые сладости. Вот какое название. С вареной сгущенкой. Какие-то еще печенья. Такие вот с вареньем. Вафелька называется с клубничным вареньем. Вот это мы взяли. Кубаночка вот эта с запахом масла, да, не рафинированная, не жарить на котором. Одну себе, одну маме. Так, ну, в общем, вот это вот из Теспи. Ездили по магазинам, закупались что-то к дню рождения. Ничего готовить сама не хочу, не могу. У меня совершенно 0 времени. Минус, нет. Поэтому фуршет, небольшой дома торты. Кристина вот любит, чтобы их много было. Вот, а потом в ресторан. И все. И ничего стоять, кромсать, мазать. Нет. Обзор того, что купили на день рождения. Хлеб, наконец, свой нашла. Что-то нигде этого руки пала нет. Значит, просто закуски. Открываешь прямо на поддоны, вот эти снимаешь прозрачные крышки, и все. Первый и последний раз делаю, чтобы не заказывать заранее, потому что бегали. Тут нету, там нет. Ничего нету, собирать, ездить, бегать. Принесли бы домой, да и все. Вот это все. Не заказали, потому что некогда было. 2 коробки профитролей. Мой любимый ностальгия торт. Очень люблю его. Трюфельный. Тоже люблю. Но Кристина любит, чтобы много тортов было. Поэтому, чтобы и нашим, и вашим, как говорится. Коробка вот таких ветчинных рулетиков. Этот салат, креветки с яйцом-то я сейчас съем просто. Пирожные такие, моропе. Вкусные, кстати, очень у них творожный крем очень вкусный. Они продаются там, где пирожные, сырочки, как-то так. С селедочкой тоже несколько вот таких поддонов. Это все любят всегда гости, мы солененькое. И вот такие с красной рыбой, с икрой. Что-то отсвечивает. Ну, вот так они выглядят. Ну, завтра накрою немножко. Не покажу. Это чисто фуршет под шампанское. Там какой-то юбилейный с мясом салат и сюнни-пева. Дети вот любят этот. Не оливье сама, ничего. Интимное мыло купила. Прокладки там еще купила, уже не стала их вытаскивать. И вот так вот. Это все. Чек я. Где чек? Что-то я совсем какая-то. Ну, в общем, это на стол. Вот так. Так что я надеюсь, что как-то все это оправится, поправится. Как-то все непонятно. Или то, что лето кончается, или то, что осень скоро, или как-то грусть, какая-то тревога. Что со мной? Все, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Все будет хорошо. Всем солнышко в душе. Все переживем, все сможем, правда? Особенно вместе. Все. Я тайка Калли, я тайка всем.